Если человек хочет найти свою половинку, он должен первое знать, что это представители двух разных цивилизаций, что мужчина и женщина, они кардинально противоположные. И когда мы складываем мужчину и женщину вместе, мы получаем подобие инь-ян, знака зодиака рак и так далее. То есть если женщина состоит из шестерок, и у нее все главное, вся энергетика у нее внизу, то мужчина состоит из девяток, и вся главная энергетика у него вверху. Поэтому соприкосновение надо ждать двух половинок не столько по вертикали, столько по горизонтали. Поскольку если мы хотим вместе продолжать жизнь телесную, нам, конечно, нужно знать, насколько мы подходим друг к другу, насколько мы совместимы друг с другом. Поэтому первое, позвольте человеку быть собой. Если вы идете от своей цивилизации со своими принципами, сначала посмотрите на принципы второй цивилизации. Что он ценит, что он любит, куда он желает пойти и как он вообще живет. И тут вы удивитесь, конечно же, что женщины любят много говорить. Женщины очень хотят слушать ласковые слова. Они никогда не поступают прямо. Им обязательно нужна их кривая. Так у них мозг устроен. Мужчина, наоборот, он очень прямой. Если у него есть путь, то он всегда наикратчайший. Есть цель, и он о ней не любит говорить, он умеет действовать и делает все необходимое. И вот здесь они встречаются. Одни говорят и не делают, вторые делают и не говорят. Женщине хочется, чтобы ей поговорили, на ушко пошептали всякие ласковые слова, чтобы ее оградили любовью, именно словесной любовью, ей это важно. А мужчина хочет, чтобы она доказала, что она его реально любит, что она реально может о нем заботиться, что она реально будет ему полезна, что она реально наслаждается им во время сексуальной игры, а не только собой в это время. То есть каждый хочет знать о другом как можно больше. Затем вы же хотите знакомиться друг с другом на долгий период времени. А у вас будут разные ситуации, поэтому нужно себя проверить, посмотреть на разных мужчин и выбрать, какая же линия мужского тела вам подходит, кто же вам нравится. Ровно так же мужчине надо посмотреть на женщин и очень четко определить, что, допустим, такие-то черты лица для него более привлекательны, такой-то объем фигуры для него более привлекательный. То есть каждый должен составить некое досье на противоположную цивилизацию. Затем он встречает очень похожего на описанное и начинает к нему примиряться. Вот здесь уже в ход пойдут и слова, и действия. И, конечно, когда все совпадет, все будет совместимо, у вас получится свой монадный значок, тогда вы будете жить долго и счастливо. Но не забывайте, что любая регистрация брака – это уже именные дела, это не телесное. И вот здесь важно вертикальное сочленение, так же, как телесное было важно горизонтально. Когда окружающие меня люди собираются жениться или выходить замуж, я их всегда спрашиваю, что у вас выходит замуж? Тело, имя, эго-я? Что у вас хочет жениться? Тело, имя, эго-я? И вот один мужчина мне ответил, конечно, тело, потому что она хорошо борщ готовит. Или, конечно, имя, потому что у нее имя уже развернуто в той профессии, в которую я сейчас вхожу. То есть каждый еще должен ответить себе точно на вопрос, а что же он хочет развернуть. Потому что, когда вы регистрируете брак, начинается совсем другая история, поскольку там имена соединяются, уже не тела соединяются. И очень может быть, что не та фамилия не даст вам жить долго и счастливо. Поэтому уж лучше сделайте одну фамилию на двоих, договоритесь сразу, не берите фамилию ни мужа, ни жены. Это как одна из подсказок, чтобы ваш брак был достаточно долгим. Но если вы договоритесь, чей род вы будете поддерживать, то, конечно, ваше право взять фамилию или мужа, или жены, но всегда все должно быть равновесно, поскольку имя работает всегда в равновесии. Ну, и я вам желаю замечательных отношений между двумя цивилизациями
и не спешите сразу регистрировать свои браки. Сначала понаблюдайте, попримиряйтесь. И сейчас замечательное время. Если еще 20 лет назад было вообще немыслимо, как это жить в гражданском браке в России, всегда осуждали, то сейчас это совершенно нормально. Вы можете пожить вместе, присмотреться друг к другу горизонтально и только потом выходить на вертикальные связи. Все зависит от вместимости. Я, конечно, считаю, что лучше выбирать абсолютно непохожего, абсолютно иностранного, абсолютно живущего по другим принципам, и тогда ты узнаешь много нового и интересного. Но тебе придется поработать над собой, чтобы все это вместить. Если вам не хочется над собой работать, если вы хотите сразу иметь все вместе, совместное и общее, ну, тогда бывают браки, начиная со школьных лет, с детсадовского возраста, с общего двора, тогда уже все общее. Ну, и не нужно затрачиваться. То есть все зависит от желания вашего действия. Хотите больших действий, берите совершенно противоположное существо. Не хотите ничего, хотите жить очень скромно, но зато достойно по всем стереотипам, которые выработаны данным обществом, тогда желательно взять того, кто с вами вместе учился, или с вами вместе работает, или того, кто максимально близок по хобби. Но это еще тот же вопрос. Что познакомилось у вас? Если вы познакомились через интернет, это познакомилось имя. Тогда нужно потом встретиться телами и посмотреть на горизонтальную стыковку. Если вы встретились где-то на концерте, встретились ваши тела или на фестивале, тогда, пожалуйста, когда будут соприкасаться имена, будьте здесь внимательнее, когда пойдете на регистрацию брака. Поэтому, конечно, надо зафиксировать старт ваших совместных впечатлений и от этого танцевать.